привет! Дождались! Это наконец-то поездка на море на велосипеде. На самом деле моя поездка длится уже 24 километра. Вот тому доказательство. Но я решил сделать вам краткий экскурс того, что вообще происходит. Короче, я наконец-то решился выбраться на Киевское водохранилище, то бишь Киевское море. Оно находится от меня в порядка 35 километров. Это не такой уж и большой маршрут на самом деле, но и не такой уж простой. Далеко не каждый новичок может позволить себе прокатиться 70 плюс километров в сутки. Как вы все знаете, я живу на Борщеговке в Киеве, а Киевское море находится в соседнем городе Выжгород. Вот, между прочим, одна из маршруток, которые туда идут. С чего бы начать? Ну давайте начнем с того, что эта остановка сейчас мешает мне проехать. Какой имбецил мог так поставить остановку? Давайте начнем с того, что я вам покажу, что я взял с собой в поездку. Погнали! Помидор, огурец, перец, на всякий случай спички, незащищенный бокс для того, чтобы снимать видео со звуком, и крепление для монопода и GoPro. Так, значит, крепление на руль для камеры и сам бокс для камеры. На лобное крепление для камеры, дополнительная батарея с зарядником, салфеточка для того, чтобы протирать уязвимые поверхности, кошелек с небольшим количеством денег, очки, разводной ключ, защитная штучка, вот так вот надевается, небольшое количество конфет, такая штука на ногу, нож-кредитка, Card Sharp, балаклава, ну, также на всякий случай, пауэрбанк, наушники, монопод, крепление зажим для камеры на одежду, на всякий случай, крепление для телефона с переходником под крепление для GoPro, плеер, кабель микро USB и кабель для iPod. Ключ на 14, ключ на 10, несколько шестигранников, отвертка, как же он, семейный ключ, ветошь и телефон. Все это кладем в рюкзак, кепка и перчатки. Ну и соответственно эта камера. Еще хотел взять кота, но боюсь, он просто не влезет. Поедешь со мной, кот? На тебе шар. Не хочешь шар? Меня хочешь, да? Кот не хочет, чтобы я ехал. Кот. Он же прям держит. Ну вот, на самом деле держит. Ну все, толкает. Толкунчик. Толкунчик. Пока, кот. Все, можем собираться. Сначала мне показалось, что маршрут будет достаточно прост. Удобная дорога без сильно затяжных подъемов и без резких спусков. Достаточно широкая трасса. Но после того, как я проехал где-то 16-17 километров, был очень резкий спуск. А это означает то, что когда я буду ехать обратно, будет крайне резкий и высокий затяжной подъем. Это плохо, но это еще не все беды. Далее дорога сузилась до одной полосы. И обочины как таковой не было. Была лишь разделительная полоса. Нет, после нее не было никакого асфальта. Это была исключительно полоса, по которой приходилось ехать.
потому что дальше ничего не было, был небольшой обрыв, в который крайне не хотелось скатиться даже на 15 км в час. А слева от меня ехали автомобили достаточно близко. Особенно было неприятно, когда проезжали большие фуры. Но этот отрезок длился относительно недолго, порядка 10 километров. И вот сейчас мы уже находимся в пресловутом городе Вышгород. Приехал на море, а оно не море почему-то. Потому что не доехал еще. На море. Приехал на велосипеде. На велосипеде 30 километров. Приехал на море. Высокая. Я думал прыгнуть, но потом что-то передумал. Горизонта даже не видно. Я оставил там велосипед, чтобы его угнали. А сам спустился к морю. О, и какое же оно растущее. Интересно, хоть какого оно, температура какая. Оно, кстати, теплое. На самом деле, типа, можно даже было бы покупаться. Коряга. Вандализм. Не сесть, не встать, не оставить в безопасности велосипед. Зато вот охеренно против солнца снимать. В смысле, вид класс. Вид кайфовый просто. Не, ну вот это, конечно, вид, вот это вот водичка до самого горизонта, это того стоило. У-ху! У нас здесь небольшой бутерброд из хлеба и перца. Типа перекус.
Маленькая ящерица. Вторая маленькая ящерица. Короче, тема такая. Значит, проехал я уже. Средняя скорость 15,8. Проехал 2 часа 20 минут. И проехал расстояние 37 километров. Максимальная скорость 40 километров в час. Что мы имеем, значит, на текущий момент? Ну, во-первых, я заехал в закрытый яхт-клуб, пообедал там. Это ящерица, тупо на дороге была. Ну ладно. Да, здесь ящерица, прям море, таких маленьких. Так вот, я заехал в яхт-клуб и решил просто уверенного чувака. Ну и ехал себе такой, мол, я типа к своим. А там все такие, ну, не то чтобы зажиточные, ну, крайне успешные ребята. Ну, видон, конечно, там крутой, но основной минус, и я черт его знает, как с этим борются, но, видимо, люди просто привыкают. Короче, запах там вообще невыносимый. Я, конечно, там перекусил, ну, потому что я, типа, ну, устал немножко. Ну, не то чтобы прям конкретно, но можно было бы и перекусить. То есть я схавал пару бутеров. Короче, запах ужасный. Но то, что ты видишь, вот перед тобой выплывают эти яхты различные, то есть парусные, моторные, маленькие, большие, это вот ни с чем не сравнить, серьезно. Это прям круто. Это надо посмотреть, надо увидеть, если есть возможность, повторюсь, посмотрите. Или ехать уже в сторону дома, но по другой дороге. Потому что, во-первых, ну, смысл ехать по одной и той же дороге дважды. Вот и сейчас, в принципе, можно было ехать вдоль моря, а можно было ехать по такой, типа, велодорожке. Так что обратно тоже не вижу смысла ехать по той же самой дороге. Не подскажу, к сожалению. Ну, там, как речка. Не подъезжал, я к яхт-клубу ездил. Сорян, сам первый раз здесь, поэтому не подскажу. Здесь такая кайфовая дорога, вот смотрите. Так я там и поеду сейчас. Сейчас едем, вот не знаю, или в эту резиденцию Межигорье, ну что вряд ли, потому что искать вот эти лазейки, шкериться там, ну типа в натуре искать вот эту лазейку для того, чтобы пройти там бесплатно, проехать. Хер знает, оно того не стоит на самом деле, тем более без фотоаппарата, как-то на нычку вот это снимать неохота. Но это еще нормальная дорога, здесь тебя хотя бы объезжают, вот дальше будет вообще жопа. И я поэтому не хочу по этой дороге ехать, во-первых, потому что она херовая, она ужасная, она очень узкая, нет обочины. И второе, я просто не хочу по одной и той же дороге ехать дважды. Но она не такая уж и красивая. Типа, если бы не было другой дороги, то да. А так у меня есть куча вариантов, почему бы не выбрать один из них. Кайф, просто охеренно. Вот ни разу не пожалел, что приехал.
теплая, но это уверен. Подожди, насколько это рауш. Здоровенная, как жопа моей бывшей. Ой, нихера себе. Что, она светит? Нет, серьезно? Как сделать такую фотографию? Ребята, это была
замечательнейшая поездка на самом деле. Я рад, что я вернулся в свой город. Шутка, на самом деле, вон он, Вышгород. Ну тут типа такая граница, сразу Вышгород и сразу Киев. Так что мне предстоит еще ехать километров 30. Но суть не в этом. Суть в том, что в принципе, сам мой визит в Вышгород, вот, вас витаю, Вышгородский район, мне очень понравилось. Она меня как бы сделала мне релоад такой. То есть я выезжал с города, и я был просто счастлив покинуть этот город на самом деле. Я не говорю, что Киев типа плохой город. Киев, ну, будем говорить прямо, Киев это самый лучший город в Украине. По многим параметрам. Он самый большой, там налажена максимально инфраструктура. Там развиты все фестивали, все мероприятия, все в принципе в основном в Киеве. Единственный какой минус и зачем следует ездить в другие города, это нету вот этого спокойствия, простоты. Вот ты приезжаешь в такой маленький город, к примеру, Вышгород, получаешь то, чего не хватает у тебя в Киеве, в столице. Люди там простые, добрые какие-то, они не нагружены всем вот этим вот гемором, который окружает тебя каждый день 24 часа в сутки в Киеве. Ну люди там, я не говорю, что они там, ну типа им там проще, нет, им там так же сложно, но их проблемы, ну они такие поверхностные, то есть они привычны для них, это их жизнь. За этим следует все-таки вырываться, хоть изредка, хотя бы несколько раз в год в другой город, маленький, соседний маленький городишко. Особенно если вы живете в каком-то крупном миллионнике, городе-миллионнике. Короче, позади уже 67 километров. На моей практике это несомненный рекорд. Раньше мне не удавалось проехать за день такое большое расстояние, а день на самом деле еще продолжается, еще не собирается заканчиваться. К сожалению. Типа сейчас нахожусь возле метро Дорогожичи. Вот наша а.к.а. Останкинская башня. И, короче, вообще жесть. Я не спал вчера на сегодня. И, типа, выпил полбутылки энергетика. Ну, типа, я заранее разбодяжил литр энергетика чайком наполовину, 50 на 50. Потому что, ну, типа, нежелательно выпивать столько много энергетика за такой короткий период времени. И проверено уже. И, типа, вообще вырубает, короче. Я же выбрал такое время интересное. Я-то думал, что лучше выбрать день потеплее, для того, чтобы не одевать много вещей. И я думал, так как наступила уже осень, солнце не будет такое активное. Я ошибался. Боюсь, что я ошибся. Оно достаточно хорошо кумарит. Вот, так что взял бутер себе сейчас. Перекушу по дехе. Еще вода закончилась. И, как назло, когда еще был в Вышгороде, она уже начала заканчиваться. Я думал, типа, заеду на колонку, наберу водички. И что-то как-то так закрутился, заехал там в центр и забыл набрать воды. Поехал, так сказать, с полупустым баком. И типа вода начала заканчиваться и хуже еще становилось. Ну посмотрим, что будет дальше. Мне уже на самом деле самому интересно, какое расстояние я преодолею. Но я не буду загонять, я типа еду домой уже в сторону дома и не знаю, уже никуда, наверное, заезжать не буду. Ну посмотрим, какое будет расстояние в итоге. А вы-то уже узнаете, так как видео будет называться как раз этими цифрами. Я максимально благодарю вас за просмотр. Если данное видео вам понравилось, то ставьте ему лайк. Не забывайте подписываться на канал и включать уведомления, нажав на колокольчик. Таким образом, вы не пропустите следующий ролик. Это важно. И оставляйте свое мнение в комментариях о том, как вам вообще поездка и как вы относитесь к таким небольшим трипам. То есть, стоит ли мне продолжать и куда мне поехать в следующий раз. С вами был Зоркс. До скорого.